Дорогие друзья, дамы и господа, в этом 11-м эпизоде моего романа-ремейка «Я жена Асура» я продолжаю представлять историю разлученной вечной пары. В предыдущих эпизодах я описала, что проклятие разлучило вечную пару на неисчислимое количество жизней, сделав мужа Асуром, а жену уничтожителем Асуров. Но всему когда-то приходит конец, и этой разлуки тоже. Но чтобы это осуществилось, потребовалось еще одно проклятие, и в придачу к нему великое благословение – благословение Шивы. В этом 11-м эпизоде я представлю, какой импульс и какой вектор дало судьбе мужа причудливое переплетение нового проклятия и благословения. Итак, в этом романе-ремейке «Я жена Асура», я вечная жена. У меня есть вечный муж, и мы с ним вечная пара, оказавшаяся разлученной в результате проклятия, из-за которого мой вечный муж стал Асуром, а я уничтожителем Асуров. Мой вечный муж совершил суровую аскезу Господу Шиве, прося благословения на благоприятное воссоединение со своей Шакти, со своей вечной второй половинкой, то бишь со мной. И вследствие этого через какое-то время он получил это благословение. Теперь можно было покинуть ассурические миры и пойти в неизведанные дали искать меня. На наше с ним воссоединение работало проклятие от кого-то из асуров, что мой муж должен будет, женившись на мне, отдать меня в оргии своим дружкам. И также благословение Господа Шивы на благоприятное воссоединение. Это проклятие и благословение переплелись причудливым образом и проложили новый курс, нарисовав новую линию жизни в судьбе моего вечного мужа. Чтобы по проклятию мой муж отдал меня в оргии своим дружкам, но в то же время по благословению Шивы, чтобы не было никаких жутких моментов, так как наше воссоединение должно было стать благоприятным, судьба переключила стрелки, и поезд жизни моего вечного мужа повернул на другие рельсы, в сторону его вербовки в межзвездный десант асуров и головокружительной его там карьеры. Именно в таком случае и проклятие от асуров, и благословение Шивы, переплетясь между собой, могли исполниться в полной мере, не мешая при этом друг другу. Переплетение проклятия с благословением стало судьбоносным для моего вечного мужа и сделало неизбежным его становление как асура большой величины Ра наверху ассурической карьерной лестницы. Дело в том, что асур, достигший уровня Ра, может свободно действовать на тонком энергетическом уровне, и для него нет никакой разницы, происходит что-то на физическом уровне, в физической реальности или на неком тонком плане, на уровне потока энергии. И как раз асуры, ставшие Ра и имеющие под собой большую организацию из других асуров, в десанте асуров в другие миры, и балуются эдакими оргиями на тонком энергетическом плане, во время которых они выкачивают из своих жертв их благочестивые заслуги. И эти оргии на энергетическом плане вполне укладывались бы и в проклятие об оргиях, и в условии о благоприятном воссоединении, согласно благословению Шивы. Фишка в том, что асур Ра может подключаться на энергетическом плане к женщинам, и во время выброса из женщины энергии в пик ее наслаждения может незримо выкачивать из нее ее удачу и ее сокровища, благочестивые заслуги, заработанные ею в течение многих жизней, когда она делала что-то хорошее на благо других, совершала какие-то аскезы, держала посты и жертвовала своими желаниями. Это энергетическое подключение и координацию всего процесса осуществляют асуры, достигшие уровня Ра, эдакие цари у асуров. Они осуществляют подключение к жертве и подключают к ней через свой канал других асуров из своей организации на неком тонком энергетическом уровне. И при этом всеми ими ощущается все это действие, как на самом деле, как будто они сами лично, физически находятся там и все сами это физически делают. Асур Ра подключает к женщине других асуров через свой канал, и получается эдакое веерное подключение. И именно это как раз и подходило одновременно и под проклятие, чтобы мой муж отдал меня своим дружкам, и под условия благословения о нашем благоприятном воссоединении. При таком энергетическом веерном подключении реализовалось бы проклятие от асуров, ведь по сути это оргии,
А так как это веерное подключение происходило бы не на физическом, а на неком незримом энергетическом уровне, то соблюдалось бы условие благословения о благоприятном воссоединении, так как на физическом-то плане ничего такого не происходило бы. То есть, став большим асуром Ра в межзвездном десанте асуров, подключившись ко мне и подключив ко мне через себя асуров из своей ассурической организации для выкачки из меня моих благочестивых заслуг во время выброса из меня энергии на пике моего наслаждения, мой вечный муж, по сути, отдавал бы меня своим дружкам в их ургии. И так проклятие от асуров было бы реализовано. Но при этом ничего такого на физическом плане не было бы, так как все происходило бы на энергетическом веерном подключении, незримо, неощущаемо для меня и совершенно мной неосознаваемо. Оно и было бы, и не было бы одновременно. И именно в таком случае проклятие с благословением могли реализоваться, не помешав друг другу. И чтобы это осуществилось, моему вечному мужу была одна дорога, которой он никак не мог избежать. Это вербовка в межзвездный десант асуров, где его ждали путешествия по другим мирам в поисках меня и головокружительнейшая карьера у асуров с достижением высшей ступеньки уровня Ра, большого асура, руководящего большой организацией из асуров. И мой муж никак не мог избежать такого сценария своей жизни. Судьба все решила за него, и ему не оставалось ничего иного, кроме как подчиниться воле времени, завербоваться в межзвездный десант асуров, стать вселенским пиратом, гоняющимся за вселенскими сокровищами, благочестивыми заслугами, и подняться на самый верх ассурической иерархической лестницы. Обо всем этом обстоятельнее в следующих эпизодах. А на этом все. С вами была Светлана Винодавани. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие эпизоды моего романа ремейка «Я жена Асура». Всего доброго, до свидания, до новых встреч.